Здравствуйте, уважаемые любители игры Цивилизация 4. Я знаю, почему вы нажали это видео, потому что у вас, наверное, как у меня долгое время, при игре не возникало такого вот варианта дипломатической победы, используя апостольский дворец. Как его достичь и вообще механики апостольского дворца, я сейчас вам расскажу. Апостольский дворец появился только в дополнение Beyond the Sword, то есть BTS, это последняя фактически версия игры, официальная, и он внес, можно сказать, такие существенные нюансы в игру. Первое, самое важное, что религия теперь очень важна. И от того, кто построит этот апостольский дворец, с какой он будет религией, будет зависеть очень много в игре, и вы можете получить максимальное количество плюсов от этого. Как принимать какие-то решения по поводу отдать город какой-то, какой вы захотите, одной цивилизации, либо себе забрать, прекратить войну с этими цивилизациями между собой, то есть вести дипломатию на уровне ООН. И даже, что самое главное, апостольский дворец позволяет выиграть дипломатическую на ранней стадии игры. Этим многие игроки пользуются и используют. Что же помимо дипломатии дает апостольский дворец? Еще немаловажным фактом является то, что апостольский дворец дает вот такие вот улучшения к зданиям. А именно он дает молотки. Молотки, наверное, даже более продуктивны, чем золото и наука. На мой взгляд, субъективно. Поэтому принимать религию апостольского дворца, в принципе, в игре, если вы, допустим, не принимали или колеблись, какую религию прыгать, не сомневайтесь, принимайте религию апостольского дворца и участвуйте в этих дипломатических соревнованиях. Апостольский дворец. Он также классифицирует все цивилизации на 3 типа. Первый тип – это полноправный участник цивилизации. Какие условия? Вы должны иметь религию апостольского дворца. В данном случае у меня конфуцианство. Второе. Участник с правом голоса. Это, видите, Уйна Паек, у него религия индуизм, но у него есть город с конфуцианством. И тут еще нету Монтесумы, потому что у него нету ни одного города с религией конфуцианства. И вот что самое главное в этом апостольском дворе, для того, чтобы получить дипломатическую победу, необходимо самое главное условие, чтобы все цивилизации, которые есть на карте, имели хотя бы в одном своем городе религию апостольского дворца. Вот видите, у меня Монтесума не имеет, да? И я хочу ему ее распространить, да? Но, к сожалению, у меня нету с ним открытых границ, и он их не открывает. Он мне не дает этой возможности. То есть миссионерами я эту религию туда не распространю. Какой выход? Самый оптимальный выход в этом условии – это где-то возле его границы построить город, да, и распространить туда государственную религию, а потом зайти и подарить его Манса Мусе. Все, теперь у меня, видите, Манса Муса тоже участник с правом голоса. И вот только сейчас, когда у меня будет голосование за апостольский дворец, я смогу дипломатически выиграть. Какой еще немаловажный нюанс существует в механике апостольского дворца? Этот нюанс – как считать голоса. Итак, смотрите. У нас есть Фридрих условный, да. У него конфуцианство распространено вот здесь, здесь, здесь и здесь. Это у нас получается
25-28 голосов. И если мы зайдем в нашу окно, там где показаны все участники, мы увидим, что у Фридрика 56 голосов. То есть 28 умноженное на 2. То есть участники, которые являются полноправными членами апостольского дворца, у них голоса умножаются на 2. А участники, у которых только имеют право голоса, у них этого бонуса нет. Каким же образом определяется победитель голосования при апостольском дворце? Конечно же, это зависит от количества городов с религией апостольского дворца. Выбирается всегда два кандидата. Один из них – это всегда владелец апостольского дворца, то есть тот, кто его построил. Второй – это, получается, участник полноправный, который входит в религию конфуцианства и который имеет наибольшее количество голосов. Если вдруг наибольшее количество голосов будет иметь участник с правом голоса, то тогда резолюция по выбору победителя апостольского дворца будет состоять только из одного человека, тот, кто его, к примеру, построил. Какое же условие победы за апостольский дворец? Нужно набрать 75% голосов. И единственный еще нюанс, что эти 75% голосов не должны быть у одного единственного участника голосования. Но неужели у апостольского дворца только лишь положительные характеристики? Нет, есть все-таки ложка дегтя в бочке меда апостольского дворца. Особенно если им владеет компьютер и если компьютер выигрывает выборы. Почему? Первое. Допустим, вы воюете против победителя голосования и фактически военным путем его вот-вот выиграете. Он на резолюции говорит: прекратить против меня войну. И если при выборе голосования вы не проигнорируете эту резолюцию или проголосуете нет, воздержитесь, то неважно, если резолюция большинством членов апостольского дворца будет принята, то автоматически наступит весь мир. И вы не сможете завоевывать города противника. Это вот самая такая вот больная тема этого апостольского дворца. Можно проигнорировать, но наступают такие вот отрицательные последствия. У вас будет несчастье в городах, и вы потеряете бонус от молотков. А сейчас я хочу вам показать, что будет, если этот апостольский дворец взять и разрушить. В этом городе я специально его сделал. Вот видите, бонус от молотков стоят, да? И нападаем. Захватываем город и сжигаем его. Смотрите, все, я потерял бонусы от молотков. Их нет от слова совсем, да? Это первая отрицательная вещь. Вторая, что уже фактически не будет возможно принятие различных резолюций, да? Как ни странно, несчастных жителей нету. Несчастные жители появляются, если вы разрушите священный город, да? Ну и такой сейчас хочу вам показать баг интересный. Я тут специально настроил. Вот я разрушил апостольский дворец, да? Поставим только быстрый бой защита и нажимаем на кнопку завершить ход. На прошлом ходу была принята резолюция по поводу дипломатической победы. И вот я без апостольского дворца, потому что я его разрушил, да, фактически, как такое может быть? Это баг, наверное, да? Одержу дипломатическую победу по результатам голосования.
Итак, спасибо, что посмотрели ролик. Я надеюсь, его посмотрели полностью. Я очень старался. От вас, конечно же, подписка и лайк. До свидания.